Добрый день, дорогие друзья! Вы снова на канале «Смотри и знай». А как часто вы сталкиваетесь с такой проблемой, как онемение? Ваши конечности и другие части тела немеют во сне или во время бодрствования. Также бывают ситуации, когда, казалось бы, безобидное отлеживание руки во сне на самом деле свидетельствует о серьезных заболеваниях нервной системы. Итак, онемение во сне может происходить по ряду причин. Неудобное спальное место. Дело может быть в подушке и матрасе, так как если они неудобны для вас, то ваше тело не может расслабиться во время сна. Результатом такого дискомфорта может стать онемение различных частей тела. Пижама. Также одной из причин утраты чувствительности может стать неудобство ночной одежды. Человек, как мы знаем, не способен контролировать свое положение во время сна, а одежда может стеснять или сдавливать тело. Последствием такой ситуации очень часто становится нарушение кровообращения и, соответственно, возникает чувство онемения. Сильная усталость. Она тоже может стать причиной онемения конечностей. Ученые утверждают, что такая проблема часто наблюдается у беременных женщин. Ночной отдых и правильная поза для сна обычно помогают избавиться от такой проблемы. Нарушения в шейном отделе позвоночника. Если в позвонках шейного отдела имеются какие-либо нарушения, вызванные чрезмерными нагрузками, сутулостью или воспалениями, это также может стать причиной раздражения нервных корешков спинного мозга, нарушения в них кровообращения и впоследствии стать причиной утраты чувствительности. Различные болезни. Путем долгих исследований специалисты доказали, что онемение во сне происходит из-за различных заболеваний, таких как сахарный диабет, раковые опухоли и инсульт. Единственное, что отличает их от других видов онемения, это то, что утрата чувствительности сохраняется и днем. Поэтому, если заметили у себя такую проблему, стоит немедленно обратиться к врачу. Но действительно, онемение может наблюдаться не только ночью, но и днем. А что же становится причинами таких явлений? Онемение рук. Эта ситуация может свидетельствовать о таких заболеваниях, как межпозвоночная грыжа, остеохондроз, а также различные воспалительные процессы в суставах. Специалисты в этой области утверждают, что потеря чувствительности рук – одна из самых распространенных причин обращения. Эта ситуация, как правило, сопровождается такими симптомами, как ощущение холода пальцев рук, частичная потеря тактильной чувствительности, чувство покалывания в области подушечек пальцев, боли в руках или пальцев рук. Утрата чувствительности ног. Ноги, голень, бедра и ягодицы могут утрачивать свою чувствительность из-за различных патологий, например, межпозвоночная грыжа, доброкачественные и злокачественные опухоли, различные воспаления позвоночника, сужение позвоночного канала, радикулит, а также остеохондроз. Симптомы будут практически такие же, как и в первом случае. Ощущение холода, потеря чувствительности, боли, покалывание. Эти признаки проявляются, как правило, в верхних частях ноги, то есть в бедрах и ягодицах. Онемение туловища. Также бывают ситуации, когда чувствительность утрачивает не только конечности, но и туловище. Онеметь могут либо какая-то часть тела, либо туловище целиком. Это достаточно редкое явление и, как правило, оно свидетельствует о очень серьезной патологии. Причинами могут стать инсульт, острое мозговое кровотечение, какие-либо патологии мозга. Поэтому даже при малейшем намеке на потерю чувствительности тела стоит немедленно обратиться к специалисту за помощью. Онемение головы, лица или губ. Такие виды потери чувствительности называются гипестезией. Заболевание характеризуется пониженной чувствительностью к реальным раздражителям, например, когда человек не чувствует укола или ползущей по лицу мухи. Также могут проявляться и другие симптомы, а именно покалывание, чувство холода и болевые ощущения. Такое состояние может быть временным и хроническим, а вот причины у таких ситуаций более разнообразны, чем признаки. Самыми часто встречающимися являются онемение лица, причиной, как правило, является защемление лицевого нерва. Защемление может происходить по разным причинам, чаще всего это происходит вследствие травм или развития опухоли. Также может быть связано с расширением артерий мозжечка, с воспалительными процессами в околоносовых пазухах и полости рта.
Такие симптомы могут свидетельствовать о наличии таких заболеваний, как рассеянный склероз или острое нарушение мозгового кровообращения. Голова может потерять чувствительность вследствие черепно-мозговых травм, сотрясения мозга или травм шеи. Также возможными причинами становятся инсульт и опухоли головного мозга. Онемение губ является одним из признаков заболевания паралич Белла. Причинами данной болезни являются герпес, опоясывающий лишай и другие вирусные заболевания. Результатом таких вирусов становится защемление нерва, и тогда происходит онемение губ, лица или языка. При проявлении любого из вышеперечисленных симптомов стоит незамедлительно обратиться к врачу-неврологу. Он сориентирует вас для прохождения дальнейшего обследования. Как правило, самыми первыми видами анализов будут рентген шейного отдела позвоночника, если потеря чувствительности наблюдается в этой области, рентген верхних или нижних конечностей, МРТ позвоночника или головного мозга, УЗИ для уточнения состояния кровеносных сосудов, общий анализ крови. Дальнейшее лечение будет зависеть от результатов обследований, про которые мы только что рассказали. Для лечения такого заболевания применяются различные методики, такие как медикаментозное лечение, медицинский массаж, мануальная терапия и остеопатия, а также физиотерапевтические процедуры. Во время лечения онемения очень важно восстановить правильное кровообращение. Также тем, кто находится в группе риска или уже болеют, важно изменить свой образ жизни. Во-первых, нужно больше двигаться. Во-вторых, больше времени проводить на свежем воздухе. А в-третьих, очень важно избавиться от вредных привычек, так как курение и употребление спиртных напитков оказывают негативное воздействие на кровеносные сосуды. Но есть и еще один интересный пункт. Что же можно сделать, чтобы и вовсе не попадать в группу риска? Мы собрали несколько правил, которые помогут избежать вам таких проблем со здоровьем, как онемение. Первое правило – носите удобную одежду. Одежда должна быть комфортной, не сковывать движения. Избегайте одеяний с тугими резинками, а также сдавливающие украшения. Также старайтесь выбирать перчатки из натуральных тканей, чтобы не создавать лишние стягивания. Но ходить совсем без перчаток также не рекомендуется, чтобы не отморозить руки. Второе правило – отдыхайте. Очень важно, если вы работаете за компьютером, стоит уделять особое внимание отдыху. Старайтесь примерно каждые 40 минут делать перерыв и хотя бы разминать руки, выполняя лечебную гимнастику. Третье. Старайтесь не поднимать и не переносить тяжести. Четвертое. Особенно важно исключить из жизни вредные привычки. Также старайтесь включить в свой ежедневный рацион питания такие продукты, как яйца, рыба и морепродукты. И очень важный пункт – старайтесь меньше нервничать. Ничто не оказывает такое негативное влияние на организм, как стресс. И на этом мы сегодня заканчиваем наш выпуск. Всем до новых встреч и будьте здоровы!